В 2009 году на мировые экраны вышла картина «Аватар» знаменитого режиссера Джеймса Кэмерона, которая в пух и прах порвала шаблоны киноиндустрии в жанре фантастика, а также стала первой в истории, кассовые сборы которой превысили рекордные $2 миллиарда. И это неудивительно, ведь фильм получился идеален со всех сторон, начиная от главной идеи сюжета и подбора актеров, заканчивая созданием спецэффектов и детальной проработкой как отдельных персонажей, так и всей планеты в целом. А огромная фанатская база тому подтверждение. Сейчас полным ходом идут съемки сразу нескольких частей, и в ближайшем будущем Кэмерон закидает нас аватарами. Но почему же так долго пришлось ждать продолжения? Когда же все-таки выйдет сиквел «Аватара» и о чем будет идти речь? На все эти вопросы мы и попытаемся ответить в ближайшие пару минут. Но сперва давайте вспомним, с чего все начиналось. Новый взгляд на то, каким должно быть кино будущего, Кэмерон начал воплощать еще в середине 90-х годов, когда написал 80-страничную концепцию сценария фильма. Съемки планировалось начать в 1997 году и выпустить «Аватар» в прокат уже в 1999. Но по словам режиссера, на тот момент еще не было технологий, способных воплотить его идею. Вы только представьте всю гениальность человека, идея которого опережала время почти на 20 лет вперед, и уже в то время имел представление о том, как нужно снимать фильм, предугадав создание нужных технологий в будущем. Только лишь летом 2005 года началась работа над языком Нави, а в начале 2006 Кэмерон приступил к созданию сценария и вымышленной вселенной. Премьера «Аватара» состоялась в Лондоне 2009 года. Картина снискала коммерческий успех, став самым кассовым фильмом всех времен, и был номинирован на «Оскар» в 9 категориях, в 3 из которых одержал победу. Этим фильмом Кэмерон открыл новую страницу в кинопроизводстве и взглянул по-новому на применение спецэффектов. Но с выхода первой части прошло уже 11 лет, и много чего изменилось. Чтобы ощутить, насколько давно это было, я лишь скажу, что в тот момент не существовало таких социальных сетей, как Instagram, Telegram, и только в следующем году мир увидит iPhone 4. Ребята, которые сегодня закончили школу, тогда были в 1 классе. Режиссер дал объяснение, почему же зрителям пришлось так долго ждать продолжения, и сколько картин находится в разработке. С 2013 года и практически до настоящего времени мы в основном занимались проектированием мира для 4 фильмов. Мы писали сценарии для всех 4 картин, занимались подбором актеров и выполнили съемку методом захвата движений для 2, 3 и частично 4 части. Мы в основном завершили этап съемок на натуре. Зрители не совсем понимают масштабы и сложность этого процесса. Это все равно, что снимать 2,5 полнометражных анимационных фильма. Также создатель уникального мира Пандоры продолжил постижение новых кинотехнологий и использовал новую систему захвата движений. Режиссер объясняет: эта технология никогда не использовалась раньше, и она очень сложна. Как и большинство систем захвата, наша основана на использовании маркеров, которые снимают с помощью сотен камер. Начав снимать под водой, мы столкнулись с тем, что граница между воздухом и водой создает что-то вроде подвижного зеркала, которое отражает все точки, создавая огромное множество ложных маркеров. Нам потребовалось около 1,5 лет, чтобы понять, как следует действовать, сказал он. Ранее Кэмерон утверждал, что не намерен чрезмерно эксплуатировать высокоскоростную съемку, так как не считает этот технический прием новым форматом. Значительная часть действия продолжения «Аватара» будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут. Опять же, на дату выхода сиквела повлияла пандемия, и релиз картины перенесен в очередной раз сразу на год, на 16 декабря 2022 года. 3-ю часть планируют выпустить в 2024, 4-ю в 2026 и последний, 5-й фильм должен выйти в декабре 2028 года. Также Кэмерон рассказал, о чем будет идти речь во 2-й части. Действие фильма будет проходить на Пандоре, и наряду с лесным кланом Аматикая значительную роль в сюжете сыграет клан Мидкаина, проживающий на морском рифе. Также, по словам режиссера, значительная часть сиквела будет происходить под водой в океане Пандоры. В начале 2020 года были представлены концепт-арты с демонстрацией новых мест мира Пандоры. Известно, что во 2-й части фильма вернется Грейс Огустин в исполнении Сигурни Уивер. Несмотря на то, что она умерла в 1-й части, ее душа сохранилась в древе душ, и у нее появился новый аватар. Главным антагонистом серии фильмов останется полковник Майлз Коуридж, несмотря на то, что он был убит в конце 1-го фильма. Однако подробности его воскрешения не раскрываются, а говорится лишь о том, что его преображение станет главным открытием фильма.
Среди новых персонажей появятся подростки Нави, включая 2 сыновей и дочь Джека и Нейтири, и нескольких охотников клана Мидкаина, а также молодой землянин, родившийся на базе людей Адские врата. Также режиссер поделился информацией о стоимости создания 4 продолжений, совокупный производственный бюджет которых составит около $1 миллиарда. Таким образом, стоимость каждой серии не превысит $250 миллионов, далекую от рекордов сумму в современном Голливуде. Но не вопрос суммы производства волнует зрителя, а то, станет ли сиквел «Аватара» таким же революционным, как в свое время стала первая часть. Скажу честно, в это верится с трудом. В большей степени первый фильм стал так популярен, потому что на то время зритель еще не был так искушен фантастикой, и он стал глотком свежего воздуха. Куча новых спецэффектов, невероятно красивый мир Пандоры, история новых героев – все это тогда и принесло картине ошеломляющий успех. Но с даты выхода прошло 11 лет, фантастические фильмы с кучей спецэффектов и анимации стали обыденным делом. Каждая вторая картина о супергерое, конечно же благодаря таким гигантам, как Marvel и DC, которые целиком и полностью заняли эту нишу. И побороться за внимание зрителя «Аватару» будет крайне сложно. Но давайте не будем забывать, кто как не Кэмерон является профессионалом в создании революционных фильмов и умению удивлять зрителя новым взглядом на кино. Ведь такие картины, как «Чужие», «Терминатор 2», «Титаник» и «Аватар» стали апофеозом своего времени. Несомненно, «Аватар 2» соберет кучу денег, но сможет ли он побороться за звание самого кассового фильма, как в свое время это сделали «Титаник» и «Аватар», и переманить огромную фанатскую базу Marvel, которая помогла 4-му фильму о Мстителях все же побить «Аватара», в это верится с трудом. В ближайшем будущем стартанет рекламная кампания фильма, и нас ждет море новостей. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не упустить подробности о продолжении. Напишите в комментариях, нравится ли вам первая часть и чего вы ждете от второй, и ваше мнение о том, побьет ли сиквел о жителях Пандоры рекорд палачей Таноса. А у меня все, друзья. Пока-пока.